Этот герой остановил Абвер в одиночку. Реальная история, спасшая Сталинград. Тьма. Только красный огонек фонарика под тряпкой скользит по рельсу. Хруст щебня. Дыхание рвется паром. Мохов нащупывает проволоку. Тянут. Пусто. Детонатор вынут. Чисто. Мохов выдыхает. Фонарь дрожит. 3 часа. Кто-то уже был здесь. Луч поднимается на насыпи Пэцан. Огромная гимнастерка до колен, в руках горсть серых камешков. Мохов ошарашенно. «Ты чьих будешь, малец? Война же! Домой беги!» Сашка тихо, но твердо. «Я обходчик. Мина была здесь 3 часа назад. Я ее не трогал, просто не дал им поставить новую». Мохов приседает рядом, трет пальцами 3 аккуратных камешка. «То есть это ты нас всех опередил?» Сашка коротко. «Камни сказали». Мохов долго смотрит на мальчишку, потом почти шепотом. «Господи, 13 лет, а уже страшнее любого чекиста». Ночь, ветер воет, рельсы уходят в бесконечность. За 6 недель на этом проклятом участке Лихая-Миллерова кто-то останавливал 15 диверсий. Каждый раз точная шпала, каждый раз эшелон проходил целым. И никто не знал, кто этот невидимый ангел-хранитель. Станция Лихая, октябрь 42-го. Кабинет старшего лейтенанта Павла Ковалева. Дым папиросы висит под лампой. Ковалев читает донесение, поднимает глаза. Белов Александр Петрович, 1929 года рождения. «Это что, шутка?» Адъютант усмехается. «Никаких шуток, товарищ старший лейтенант. Это он, один, без рации, без оружия». Ковалев встает, подходит к карте. «Приведите ко мне этого гениального мальчика». Дверь открывается, входит Сашка, худой, глаза взрослые, гимнастерка свисает до колен. Ковалев оглядывает, потом тихо, почти с уважением. «Ты, что ли, немцев камнями уделал?» Сашка спокойно. «Я просто дорогу охраняю, товарищ старший лейтенант. Как отец учил». Ковалев садится, закуривает, выпускает дым в потолок. «Тогда садись, Сашка, и рассказывай, как 13-летний пацан заставил всю группу «Центр» обосраться». Сашка тихо, но каждое слово как удар молотком по рельсу. Все началось с того, что дорога заговорила со мной, а я научился ее слушать. Лето 1934 года. Жара, пыль стоит столбом. 5-летний Сашка в отцовской кепке, что сползает на глаза, еле поспевает за Петром Васильевичем. Петр Васильевич идет широким шагом, молоток на плече. «Ну, сынок, слушай внимательно. Рельс живой, он поет, только надо уметь услышать». Сашка приседает, прикладывает ухо к раскаленному металлу. Сашка шепчет, глаза круглые. «Пап, он звенит, как струна». Петр Васильевич улыбается в усы. «Умница! А вот этот глухой. Значит, шпала гниет. Запомни этот звук, он жизни стоит». 1937 год. Зима, сугробы по пояс. Сашка уже сам тащит маленький молоток. Сашка стучит по рельсу, прислушивается, потом кричит:
Пап, на 109-м балласт просел, трещина пошла. Петр Васильевич подходит, проверяет, качает головой. Черт, а я вчера прошел, не заметил. Ты глазастый, Сашок, дорога тебя выбрала. Сашка серьезно, почти взрослым голосом. Она со мной говорит, пап, каждый день. Я просто слушаю. Петр Васильевич кладет тяжелую ладонь ему на затылок. Тогда слушай дальше. Пока я жив, она наша. А если что со мной, ты ее не брось, обещай. Сашка смотрит прямо в глаза. Обещаю. Он еще не знал, что через 2 года эта дорога станет его войной, и что обещание, данное отцу, он выполнит до последней шпалы. Лето 41-го. Гудки, сирены, война. Петр Васильевич стоит в военкомате. Врач листает карточку. Врач хмуро. Контузия гражданской, левое ухо глухое, головокружение. Негоден. Петр Васильевич ровно. Дорога без меня не останется? Врач усмехается. Дорога сейчас важнее фронта Белов. Иди работай. Июль 42-го. Жара. Пыль. Эшелоны идут один за другим. Дорога стала Веной. По ней текла кровь Сталинграда. 7 августа. Вечерний обход. 109-й километр. Петр Васильевич приседает, трет пальцами траву. Примята. Свежак. Нюхает воздух. Юна. Немецкий окурок. Еще раз втягивает масло машинное и химия. Он идет на станцию. Начальник станции Громов крутит цигарку. Петр Васильевич. Иван Сергеевич, диверсанты, следы свежие, окурки немецкие. Громов хмыкает. Да ты что, Петр? Может, кто из местных? Петр Васильевич жестко. Местные юно не курят и запах толла не разливают. Громов вздыхает, снимает трубку. Ладно, НКВД вызову. Патруль прошел, пусто. На следующий день новые следы на 112-м. Снова пусто. 15 августа. 4:20 утра. Взрыв. Грохот. Огонь. Крики. 110-й километр. Паровоз и 3 первых вагона в клочья. 7 убитых. Петр Васильевич бежит к месту взрыва. Вокруг обломки, кровь, запах горелого мяса. Офицер НКВД кричит в рацию. «Немедленно саперов! Мина!» Петр Васильевич подходит, показывает следы. «Товарищ лейтенант, вот то же самое, что я вам неделю назад показывал». Офицер хмуро смотрит, потом в блокнот. Записал. На следующий день военкомат. Офицер ставит печать. Белов Петр Васильевич. Трудовая армия. Под Ростов. Оборонительные рубежи. Петр Васильевич тихо. А участок кто примет? Офицер коротко. Сын примет. Перрон. Утро. Петр Васильевич в телогрейке, вещмешок за плечами. Сашка стоит рядом, 13 лет. Глаза сухие. Петр Васильевич кладет ему ладонь на затылок. «Дорога теперь твоя, Сашок. Не брось ее! Обещай!» Сашка голос не дрожит. «Обещаю, пап,
Поезд отходит. Сашка остается один. В руках отцовский молоток. Он еще не знал, что через 3 недели эта дорога потребует от него крови, и он отдаст ее без остатка. Сентябрь 42-го. Сашка один, на 12 километрах стали. В руках отцовский молоток, в глазах сталь. Ему 13,4 месяца. Он теперь единственный, кто знает каждый метр этой дороги. И единственный, кто понимает, враг уже здесь. После взрыва 15 августа командование бросило все, что могло. На каждые 5 километров патруль, 4 бойцов и овчарка. Расписание железное. 6 утра, 2 дня, 10 вечера. Ковалев на совещании, бьет кулаком по карте. Каждые 4 часа. Собаки дохнут, новых найдем. Эти твари не пройдут. Но они проходили. 21 августа, 107 километр. Собака завыла, заскулила, тыловой запах. Мину нашли за 20 минут до эшелона. 26 августа, 114 километр. Мину выкопали слишком поздно. Поезд остановили в 300 метрах. 11 часов простоя. 1 сентября, 109. 3 сентября, 111. 6 сентября сразу 2, 108 и 113. Ковалев в кабинете. Курит одну за другой. Ковалев рычит в адъютанту. Они знают наше расписание лучше нас. Как призраки, мать их. Адъютант тихо. Задержали одного, товарищ старший лейтенант. Местный полицай. Говорит, работает на немцев. Допросная. Полицай привязан к стулу. Лицо в крови. Ковалев нагибается к самому лицу. «Кто вас учит? Говори!» Полицай хрипит. «Школа! Орлиное гнездо! Абвер!» 3 месяца. Русский язык, мины, стрелки, топография. Каждый профи. Работают по одному, по двое. Задача одна — парализовать дорогу на Сталинград. Любой ценой. Ковалев выходит, хлопает дверью, орет в коридоре. Они делают нас в 4 руки. 12 саперов, 18 бойцов, 5 собак, и все впустую. Диверсанты ставили мины замедленного действия. Не от колеса, от часового механизма. Поставил, ушел, взрыв через 2-3 часа. Поймать их было невозможно. Они были быстрее тени. А тень уже ползла по рельсам. Прямо к 13-летнему пацану, который еще не знал, что скоро станет их самым страшным кошмаром. 9 сентября 42 года. 108 километр. Рассвет еще не пришел, а уже все в огне. Грохот, визг металла, крики. Санитарный эшелон стоит разорванный пополам. Вагоны горят, раненые ползут по насыпи. Ковалев бежит к месту взрыва. Под ногами кровь, смешанная со щебнем. Медсестра лет 20 лежит без ног. Глаза открыты. Еще жива. Ковалев кричит санитарам: «Быстрее, Морсий! Тащите ее!» Медсестра хрипит, кровь на губах. «Товарищ лейтенант, я до Ростова не доехала». Ковалев берет ей руку. «Дотянем, сестренка, держись». Она умирает у него на руках через 20 минут. Ковалев стоит над телом, руки в крови. Ковалев тихо, почти шепотом: 12 человек, 4 девчонок. Мы их не уберегли. Ночь. Кабинет Ковалева. Лампа горит тускло. На столе карта участка. Дым от папиросы висит тяжелым облаком. Ковалев один, глухо. 12 километров. 32 бойца. 5 собак. А они все равно проходят. Как призраки. Он кладет голову на руки.
Тот же час. Путевая будка на 109-м километре. Крошечная комнатка. Керосиновая лампа. Сашка лежит на железной кровати. Глаза в потолок. Сашка шепчет в темноту. «Пап, они опять взорвали. Санитарный. Девчонки погибли». Он встает, подходит к окну, смотрит на рельсы. Сашка себе. Они приходят, когда меня нет. Как поймать того, кто приходит, когда тебя нет? Тишина. Только ветер воет. Сашка вдруг садится, глаза загораются. А если заставить их самих мне сказать, где были? Он зажигает лампу, берет листок и огрызок карандаша. Он быстро рисует. 12 километров, 120 шпал на километр. Они наступают. Обязательно наступают. Он шепчет, будто разговаривает с отцом. Папа учил. Партизаны в гражданскую оставляли знаки. Камни особым образом, ветки, зарубки. Враг не видит, свой сразу поймет. Сашка громче, уже уверен. А если я сделаю так, чтобы диверсанты сами оставляли мне знаки и не знали об этом? Он рисует схему. Камни, ветки, узлы из травы. Сашка улыбается впервые за долгое время. Они не пройдут мимо. Не смогут. В эту ночь, 10 сентября 42-го года, в крошечной будке при забытой Богом станции, 13-летний пацан придумал систему, которая перевернет всю войну на этом участке. И немцы еще не знали, что их самый страшный враг — это мальчишка с горстью камней и глазами, в которых уже нет детства. Ночь. Путевая будка на 109-м километре. Керосиновая лампа едва горит. Сашка сидит на кровати, глаза в потолок. Сашка шепотом, самому себе. Они приходят, когда меня нет. Как поймать того, кто приходит, когда тебя нет? Тишина. Только ветер воет за окном. Сашка вдруг садится, глаза вспыхивают. Папа рассказывал, в гражданскую партизаны оставляли знаки друг другу. Камни особым образом, зарубки, ветки в определенном направлении. Враг не видит, свой сразу поймет. Он вскакивает, зажигает лампу поярче. Сашка быстро, будто с кем-то спорит. А если я заставлю их самих мне говорить, где были, и они даже не поймут? Берет листок, огрызок карандаша, рисует схему участка. Сашка шепчет, считая вслух: 12 километров, 120 шпал на километр, между шпалами 60 сантиметров, насыпь 3 метра с каждой стороны, они идут со стороны поля, значит, обязательно наступят. Он рисует крестики, кружки, стрелки. Сашка уже уверен, голос крепнет. Камни, где балласт. Ветки крест-накрест, где кусты. Узлы из травы, где ее много. По 15 меток на каждые 60 метров. 7 с одной стороны, 7 с другой, 1 посередине. Всего 2700. Он смотрит на листок, потом в окно, на темные рельсы. Сашка тихо, но твердо. «Теперь говорите мне, гады, говорите, где были». Утро 11 сентября. 5 утра. Сашка с отцовской сумкой выходит из будки, в руках первые 3 камня.
Сашка приседает у насыпи, кладет камни аккуратной пирамидкой. Это первая. 2 шага — вторая. Крест из веток — третья. Узел из травы — 4. Сашка идет, считая вслух. 5, 6, 7. К вечеру первого дня 130 меток. Сашка возвращается в будку, руки в царапинах, но глаза горят. 130, еще чуть-чуть. К 18 сентября 3 километра полностью покрыты. 1200 меток. Сашка сидит на насыпи, смотрит на свои знаки, шепчет: «Теперь говорите мне, гады, говорите, где были». В эти дни родилась система. Простая, как правда, жесткая, как война. И смертельная для тех, кто думал, что по этой дороге можно пройти незамеченным. 13 лет. Горсть камней. 2700 меток. И ни один диверсант больше не пройдет незамеченным. Потому что теперь дорога говорила только со Сашкой, и только ему. Первые дни тишина. Метки стоят нетронутыми. 20 сентября. Вечерний обход. 108 километр. Сашка идет вдоль насыпи. Вдруг замирает. 7 веток лежат не так, сдвинуты. Следы мягкой обуви. Сашка шепотом: «Пришли». Бежит на станцию. Врывается к дежурному Громову. Сашка, запыхавшись: «Дядя Ваня, на 108-м люди были! К рельсам!» Громов крутит цигарку, хмыкает: «Пацан, там зайцы бегают, или местные за картошкой». Сашка кричит: «Зайцы к рельсам не ходят, и картошку ночью не копают!» Громов махнул рукой: «Иди спать, Сашок, устал ты». Сашка тихо, глаза горят: «Сам посмотрю». Ночь. Акации. Сашка в отцовском бинокле. Холод пробирает до костей. 2:30 ночи. Шорох. Приглушенные голоса. Диверсант один шепотом, немецкий акцент: «Шнель, Франц, до 4 успеем». Диверсант 2 фонарик прикрыт ладонью. «Муниционсцуг, давай». Поднимаются на насыпь. 15 минут работы. Мина лежит между рельсами. Уходят. Сашка лежит, не дышит. Сердце колотится так, что, кажется, слышно на всю степь. Сашка шепчет: «Шпала 842». Ждет еще 10 минут. Подползает, проверяет. Мина на месте. Бежит на станцию. Сашка врывается в дежурку, кричит: «Мина! 108-й километр! Шпала 842! Немедленно саперов!» Через час саперы. Мина обезврежена за 20 минут до эшелона с боеприпасами. Утро. Ковалев приезжает лично. Смотрит на мину, потом на Сашку. Ковалев тихо. Как узнал? Сашка ведет его по насыпи. Показывает порушенные ветки, сдвинутые камни, узлы из травы. Ковалев приседает, трет пальцами. «И все это ты в голове держишь?» Сашка коротко. «Пока 3 километра. Скоро весь участок». Ковалев долго смотрит на пацана, потом твердо. «С этого момента докладываешь только мне. Понял, боец?» Сашка по-военному. «Так точно, товарищ старший лейтенант». Ковалев едва заметно улыбается. «Иди спать, герой. Завтра снова в бой». Это была первая мина. Первая пойманная тень. И первый раз, когда дорога сказала Сашке: «Ты прав, сынок, я с тобой». Сентябрь-октябрь 42-го.
Сашка больше не спит как человек. Он спит как часовой механизм. 2 часа днем, 2 часа ночью. Сашка сам себе шепотом, шагая по шпалам в 4 часу утра, первая зона проверена. Вторая проверена. Третья проверена. Спать 2 часа. И снова. Глаза красные, лицо ввалилось, гимнастерка висит на нем, как на вешалке. 12 часов ходьбы, 4 часа сна, по 2 часа 2 раза. Так он жил, так он выживал, так он побеждал. 24 сентября, вечер. Сашка врывается в будку, хватает телефонную трубку. «Товарищ старший лейтенант, 3 места! 109-й, 110-й, 111-й! Свежий, сейчас!» Ковалев в трубке, голос хрипит от усталости. «Не ходи туда! Жди меня!» Через 40 минут Ковалев с патрулем. Находят 3 мины. Все обезврежены. Ковалев Сашке хлопает по плечу. 3 сразу. Ты их всех слышишь? Сашка едва стоит на ногах. Пока 3 километра держу. Скоро весь участок. 9 октября. Ночь. Сашка врывается в дежурку. Голос сорван. 4! 108, 110, 112, 114. Сейчас! Ковалев выскакивает из кабинета уже в шинели. «Не двигайся с места! Жди!» Через полчаса 8 бойцов, 2 сапера и Ковалев разделяются на 4 группы. Находят 3 мины и следы 4-й. Ковалев подходит к Сашке, глаза горят. «Ты их всех вычислил! Все 4 группы! Понимаешь, что это значит?» Сашка тихо, но твердо. «Значит, я быстрее». Ковалев смотрит на него долго, потом почти шепотом. «Ты не человек, Сашка. Ты оружие!» Сашка едва стоит. «Я просто не дам им пройти». 12 часов ходьбы, 4 часа сна, 13 лет. 1 против всей группы «Центр». И пока что счет Сашка 21, немцы 0. 27 октября. Вечер. 111 километр. Сашка идет привычным маршрутом. Вдруг замирает. Метки не сломаны. Они аккуратно переложены, но не так, как он клал. Сашка приседает, трет пальцами ветку. Умные стали. Тихо, почти смеется. Поняли? Он проводит ногтем по земле, видит, 3 ветки лежат правильно, 4-я чуть сдвинута. Сашка себе: не запомнили, значит, были недавно. Час назад, может, меньше. Он быстро идет дальше. Еще 200 метров — то же самое. Переложено, но криво. Сашка шепчет: «Ловите меня?» «Ну, ловите». Ночь, путевая будка, лампа горит ярко. Сашка сидит за столом, рисует новую схему. Сашка вслух, будто с невидимым врагом разговаривает. «Вы основные вернете, а вторые не увидите». Он берет самые мелкие камешки, почти пыль, рисует тонкие линии сухой травы. Сашка улыбается холодно. «Теперь попробуйте». 30 октября. Вечер. Сашка идет по участку. Останавливается. Основные метки идеально, на месте. Вторые порушены. Сашка шепотом: «Попались».
Он хватает трубку. Сашка кричит в телефон. «Товарищ старший лейтенант! 111-й, вторая линия! Мина там!» Ковалев в трубке. «Уже едем!» Через 20 минут патруль. Находят мину в метре от рельса. Ковалев подходит к Сашке, смотрит на него долго. «Они думали, что обманули тебя». Сашка тихо. «А я обманул их». Ковалев почти смеется. «Ты не пацан, Сашка. Ты чертов волк!» Сашка смотрит на рельсы. «Пока я дышу, они здесь не пройдут». Они поняли, что за ними следят, но не поняли главного. Следил не человек, следила сама дорога. И она уже выбрала, на чьей она стороне. 1 ноября 42 года. Станция Лихая. Утро. Холодно. Ветер гонит пыль по перрону. Построение. Железнодорожники, бойцы НКВД, саперы. В первом ряду Сашка. Гимнастерка выглажена, но все равно висит мешком. Въезжают 3 машины. Выходят 3. Полковник, подполковник, майор. Полковник высокий, седой, орден Красного Знамени на груди. Полковник громко: «Всем, товарищи, за 2 месяца на участке Лихая-Миллерово предотвращено 15 диверсий, 137 эшелонов прошли без потерь, и все это благодаря одному человеку». Тишина, все смотрят на Сашку. Полковник подходит к нему, голос твердый. «Белов Александр Петрович! Шаг вперед!» Сашка делает шаг, ноги будто деревянные. Полковник берет медаль из коробки. За личное мужество, за спасение сотен жизней, за разработку системы, которой нет равных. Медаль за боевые заслуги. Прикрепляет медаль. Рукопожатие крепкое, как сталь. Полковник тише, только Сашке. «Ты понимаешь, сколько людей ты вытащил из-под смерти?» Сашка глотает ком. «Я просто не хотел, чтобы снова взрывали». Полковник улыбается впервые. «Ты не просто Сашка, ты оружие, и теперь это оружие будет у всего фронта». Он поворачивается к остальным. Полковник громко: «Всем приказом командования Южного фронта система визуальных меток Белова внедряется на всех прифронтовых железных дорогах. Инструкция уже печатается. 1000 обходчиков будут учиться у 13-летнего пацана». Тишина, потом взрыв аплодисментов. Ковалев подходит, тихо, почти шепотом: «Горжусь тобой, боец». Сашка смотрит на медаль, голос дрожит. «Папе покажу». Первая медаль, первое официальное спасибо от страны. И первый раз, когда весь фронт узнал имя 13-летнего мальчишки, который заставил немцев бояться даже камней под ногами. Декабрь 42-го. Мороз минус 25. Снег скрипит под валенками. Сашка теперь ставит другие метки. Снежные валики вдоль насыпи, издалека просто сугроб. Тонкие веточки, воткнутые под углом. Наступишь — сломаешь. Сашка идет, выдыхает пар. «Держитесь, гады, я вас все равно увижу». 15 декабря. 8 вечера. Темно, хоть глаз выкори. Фонарик почти сел.
Сашка на 112-м километре. Вдруг ляск. Стрелочный перевод. Сашка гасит фонарь, падает в снег. Стрелку переводят. Двое силуэтов у стрелки. Работают быстро. Тихо. Диверсант один шепотом. Заклиним, и все. Эшелон уйдет под откос. Сашка ползет к будке, сердце колотится. Телефон. Только телефон. Добегает. Руки трясутся. Сашка в трубку. Хрипит. Дежурный. Это Белов. 112-й. Стрелку заклинивают. Немедленно патруль. Дежурный. Стой там. Выезжаем. Сашка возвращается, прячется в кустах в 50 метрах. Диверсанты заканчивают. Грузовик НКВД вылетает из темноты. Команда. Стоять! Руки вверх! Диверсанты бросаются бежать. Выстрелы. Короткая перестрелка. Один падает. Второго берут живым. Ковалев приезжает через час. Смотрит на заклиненную стрелку. Ковалев Сашке. Если бы не ты, следующий эшелон пошел бы под откос. Сашка зубы стучат от холода. Я просто услышал. Допросная. Ночь. Пленный Курт Вебер. Унтер-офицер Абвера. Лицо в крови. Ковалев сквозь переводчика. Кто вас учил? Вебер хрипло. Орлиное гнездо. 3 месяца. Лучшие инструкторы. Ковалев бросает на стол фотографии меток. Камни, ветки, снег. А это кто придумал? Вебер смотрит. Молчит. Потом тихо смеется. Вебер говорит. Если мне скажут в Берлине, что нас остановил пацан с камнями и ветками, я рассмеюсь им в лицо. Ковалев холодно. Ему 13 лет. Вебер долго смотрит в пустоту, потом почти шепотом. Тогда мы уже проиграли войну. 13-летнему мальчишке. Зима 42-го. Снег красный от крови. А 13-летний пацан все еще идет по шпалам. Потому что обещал отцу, и потому что дорога теперь говорит только с ним. Январь 43-го года. Путевая будка. Мороз трещит. Печка еле тянет. Сашка сидит у стола. Перед ним 3 письма. Конверты потрепанные, грязные от фронтовых дорог. Он берет первое. На конверте «Белову Александру. Станция Лихая». Сашка шепотом. От кого это? Открывает. Читает вслух. Голос дрожит. Товарищ Белов. Я узнал от политрука. 15 октября наш эшелон с 12 Т-34 шел через твой участок. Если бы не ты, нас бы разнесло в клочья. Мы доехали. Уничтожили 27 тигров. Это наша победа. И твоя тоже. Спасибо, брат. Ты настоящий боец. Сашка кладет письмо. Глаза влажные. Второе письмо. Медсестра Анна Соколова. Дорогой Саша, 27 октября я была в том санитарном эшелоне.
123 раненых, 18 медсестер. Благодаря тебе мы живы. Один майор, которого мы вытащили, сейчас снова воюет под Курском. Ты спас не только его, ты спас всех его солдат. Каждая жизнь, которую ты спасаешь, спасает еще десятки. Спасибо тебе, Сашенька. Ты герой. Сашка шепчет. Сашенька. Третье письмо. Рядовой Петр Кузнецов. Саша. Меня Петром зовут. 19 лет. 3 ноября ехал на фронт. Накануне ты нашел мину на нашем пути. Я потерял ногу под Курском. Но я жив. Если бы не ты, я бы умер в вагоне, даже не выстрелив. Ты дал мне мою войну. Спасибо, брат. Сашка кладет письмо. Руки дрожат. Слезы текут по щекам. Впервые за всю войну. Сашка шепотом сквозь слезы. Я просто камни ставил. А вы живые. Он кладет письма в железную коробку из-под печенья. Закрывает крышку. Сашка тихо, почти молитвой. Пап, они живы. Я не зря. В январе 43-го в крошечной будке на 109-м километре 13-летний пацан впервые понял, кого он спасает. Не эшелоны, людей. И впервые за всю войну он заплакал. Не от холода, от того, что его камни стали чьими-то сердцами. Глава 13. Последний бой. 7 февраля 43-го года. Рассвет едва брежет. Мороз трещит. Снег по колено. Сашка идет по участку. Вдруг замирает. Метки порушены. Но странно. Слишком много следов. Как будто кто-то специально топтался. Сашка приседает. Трет снег. Ловушка. Он оглядывается. В 50 метрах другой участок. Там всего 2 ветки сдвинуты. 1 камень перевернут. Сашка шепчет. Вот оно. Настоящее место. Он подходит ближе. На балласте едва заметный отпечаток. Кто-то лежал долго, неподвижно. Сашка тихо. Снайпер. Он отбегает. Хватает трубку в будке. Сашка кричит в телефон. «Товарищ старший лейтенант! 113-й! Ловушка! Ложный след и засада! Снайперы!» Ковалев в трубке. «Жди! Иду полем, не по дороге!» Через 20 минут патруль крадется полем, скрытно. Окружают с 3 сторон. Рассвет. Команда шепотом. «Пошли!» Выстрелы. Снайперские винтовки СС бьют из засады. Ответный огонь. Бой длится 20 минут. 1 боец НКВД ранен. 2 диверсанта убиты. На месте винтовки Маузер с оптикой. Документы на русском. Противопехотные мины. Ковалев подходит к Сашке. Голос дрожит от ярости и гордости. «Ты спас всех нас! Если бы саперы пошли на ложный след, их бы перестреляли, как куропаток!» Сашка смотрит на тела снайперов. Это была последняя. Ковалев кладет руку ему на плечо. «Последняя на этом участке, Сашок. Ты их слонал. Они больше не придут.
Сашка тихо. Дорога теперь чистая. 7 февраля 43-го. Последняя попытка. Последняя кровь на этом участке. 12 километров стали и снега стали могилой для немецких диверсантов. А 13-летний пацан встал над ними и сказал: «Хватит». И они послушались. 23 апреля 43-го года. Станция Лихая. Солнце. Ветер треплет новые знамена. Построение. Все от железнодорожников до саперов. В первом ряду Сашка. Новая гимнастерка, шитая специально. Все равно великовато. Въезжают машины. Выходит генерал-майор Борис Петрович Бурмистров. Высокий, седой, орденов, как звезд на небе. Бурмистров громко, на всю площадь: «Товарищи, сегодня особый день. 14 лет исполняется человеку, который сделал больше, чем целая дивизия». Тишина. Бурмистров подходит к Сашке. «Белов Александр Петрович, шаг вперед!» Сашка делает шаг, ноги ватные. Бурмистров берет коробку. За личное мужество, за спасение сотен жизней, за систему, которая перевернула войну на коммуникациях, орден Отечественной войны второй степени. Прикрепляет орден, гремит «Ура!». Бурмистров тише, только Сашке: «Ты понимаешь, что теперь твоя система будет на всех дорогах фронта?» Сашка глотает. «Понимаю, товарищ генерал-майор». Бурмистров улыбается. Инструкция уже в печати. 1000 обходчиков будут учиться у тебя. С днем рождения, сынок! Сашка тихо: «Спасибо. Папе покажу». Ковалев подходит, обнимает. «Горжусь тобой, Сашок. Ты их всех сделал». Сашка смотрит на орден, голос дрожит. «Я просто камни ставил». 23 апреля 43-го. 14 лет. Первая звезда на груди. И вся страна теперь знает имя 13-летнего пацана, который заставил фронт учиться у горсти простых камней. Глава 15. Камни все еще говорят. Январь 43-го года. Перрон станции Лихая. Поезд тормозит. Из вагона выходит Петр Васильевич. Левая рука на перевязи, лицо осунувшееся. Сашка бежит к нему. Останавливается в 2 шагах. Сашка, голос дрожит: «Пап!» Петр Васильевич открывает объятия. «Живой я, сынок, живой!» Они обнимаются. Сашка прячет лицо в отцовской шинели. Петр Васильевич тихо: «Слышал, орден дали». Сашка отстраняется, показывает медаль. «И еще одну, за боевые». Петр Васильевич трет глаза кулаком. «Горжусь тобой, Сашок, дорогу ты сберег». Годы после войны.
Сашка учится в техникуме, потом в институте, работает инженером путевого хозяйства на том же участке. 54-й год. Сашка уже взрослый, идет по шпалам с молодым обходчиком. Молодой удивленно. «Александр Петрович, а правда, что это вы в 13 лет?» Сашка улыбается. «Правда, только не я. Дорога сама мне подсказала». 1972 год. Москва. Встреча ветеранов Сталинградской битвы. Сашка в костюме, седые виски. К нему подходит пожилой полковник в отставке. Ковалев широко улыбается. «Сашка, мать честная, не узнал сразу». Сашка обнимает. «Павел Семенович». Ковалев отстраняется, смотрит. «Все такой же худой. Помнишь, как ты мне в трубку орал? 4 мины!» Сашка смеется. «Помню, а вы мне: не двигайся с места!» Ковалев тише. «Ты тогда фронт держал, пацан, а теперь вся страна по твоим камням ходит». Сашка смотрит в окно на проносящиеся поезда. «Камни все еще говорят, Павел Семенович. Просто теперь их слушают тысячи». 21 февраля 94 года. Станция Лихая. Инфаркт. Александр Петрович Белов уходит на 65-м году. Похороны. Сотни людей. На могиле черная гранитная плита. Барельеф. Мальчик идет вдоль рельсов. В руках ветка и камень. Надпись: «Белов Александр Петрович, 1929-94, герой железной дороги». 1997 год. На станции открывают мемориальную доску. Старик-железнодорожник читает вслух. На этой станции в 42-43 служил Александр Петрович, разработавший систему визуальных меток. Предотвратил более 400 диверсий. Рядом стоит пожилой Ковалев. Смотрит на доску. Глаза влажные. Ковалев тихо. «Слышишь, Сашок? Дорога все еще говорит». 23 апреля. Каждый год. Он выходил на 109-й километр, клоть 3 камни пирамидкой и слушает. Потому что дорога до сих пор говорит. Надо только уметь слушать.